Сегодня предлагаю испечь хлеб латвийский по сборнику рецептур и технологических инструкций по выработке национальных сортов хлебобулочных изделий от 1975 года. По своему составу хлеб латвийский очень прост. Он на 100% состоит из муки ржаной обойной. В небольшом количестве туда входит соль и тмин. Тесто для латвийского хлеба готовят в 3 или 4 стадии. Мы приготовим хлеб в 3 стадии. Процесс в 3 стадии состоит из приготовления заварки, закваски и теста. С вечера приготовим закваску и заварку. Для заварки возьмем необходимые ингредиенты и зальем кипятком. При этом часть муки оставим, так как мука ржаная содержит большое количество активных ферментов, которые нам нужны для ускорения процесса осахаривания. Большую часть муки с тмином мы завариваем, перемешиваем, и когда масса немножечко остынет, а она остывает очень быстро, так как объем у нас маленький, мы добавляем оставленную муку и хорошо перемешиваем. Данную массу мы ставим в разогретую до 65-68 градусов духовку на 2-3 часа, а затем оставляем там до следующего утра. Для приготовления закваски смешиваем все указанные ингредиенты и оставляем при комнатной температуре до следующего утра. Несмотря на то, что по ГОСТу закваска ставится за 3,5-4 часа до внесения в тесто, мои замеры показывают, что этого времени совершенно недостаточно для достижения необходимой кислотности в домашних условиях, поэтому ставим закваску с вечера. На следующий день замесим тесто. Для приготовления теста в 3 стадии закваску смешивают с заваркой, водой, солью и замешивают тесто до получения однородной массы. Большинство прибалтийских хлебов имеют исключительно низкое содержание соли. В данном хлебе ее процент составляет 0,7%, то есть менее 1%. Для современного вкуса такой хлеб может показаться малосоленым, даже где-то безвкусным. Поэтому вы можете увеличить состав соли до 9 грамм. Так как тесто у нас состоит на 100% из ржаной муки, замес должен производиться на самой низкой скорости. Воду по ГОСТу добавляют, исходя из влагоемкости муки. Присыпем поверхность теста ржаной мукой для того, чтобы следить за его развитием. Этот прием использовался в старину для того, чтобы отслеживать готовность теста. Как и большинство прибалтийских хлебов, хлеб латвийский вырабатывается массой 1 и 2 килограмма. Вот эта масса хлеба составляет примерно 1,5 килограмма. При формовке хлеба очень внимательно необходимо следить за тем, чтобы сохранять в нем максимальное количество накопившегося газа.
Перед выпечкой хлеб необходимо наколоть, а также обрызгать водой из пульверизатора или смазать кисточкой. Выпечка при температуре 250 градусов в первые 10 минут, а затем при температуре 210-220 градусов до окончания выпечки. Внутренняя температура хлеба на выходе должна составлять 98 градусов Цельсия. Как и любой хлеб, состоящий на 100% из ржаной обойной муки, он должен созреть минимум 8-12 часов. Как правило, такие хлеба оставляют на созревание от суток до 2, а может быть даже и до 3. Если вам понравилось это видео и вы нашли его полезным, я буду признательна и благодарна, если вы подпишитесь на мой канал, поставите лайк, а может быть разместите ссылку на это видео в своих социальных сетях. Пеките на здоровье!